Родители Стаса всегда мечтали о том, чтобы он стал музыкантом. Все в их семье были музыкантами. И как-то само собой подразумевалось, что и Стасик пойдет по наторенной дорожке. С раннего детства у него просто не было свободного времени. Из обычной школы он бежал в школу музыкальную, а оттуда к репетитору. Если бы у мальчика спросили, даже разбудив посреди ночи, что он больше всего ненавидит на свете, он бы без запинки ответил — музыку. Конечно, ни мама, ни папа, ни тем более бабушка об этом не знали, иначе всех их сразу же схватил бы удар. А Стас молчал. Молчал, но до поры до времени. Когда он был в 8 классе, а дома уже стеллаж ломился от его наград, к ним в класс пришла девочка. Стас даже спустя много лет помнил, как остановилось его сердце, а потом снова заработало, но уже совершенно в другом ритме. Она была прекрасна, была похожа на ангела, а еще Стас понимал, у него нет шансов даже приблизиться к ней. Худой, бледный, постоянно с какими-то музыкальными инструментами в руках. Было обидно, но Стас не из тех, кто так просто сдается. Неделю он присматривался к девочке, которую, кстати, звали Анжела, а потом все-таки решился подойти. «Привет». Она посмотрела на него огромными удивленными глазами. «Привет. Можно я тебя провожу?» Девочка рассмеялась, окинула его взглядом и ответила. «Нет, если тебя унесет ветром, мне отвечать придется, а если на нас нападут хулиганы, то мне тебя спасать нужно будет». Весь класс так и упал со смеху, а Стас бросился бегом домой. Там его встретила бабушка. «Что случилось? Почему ты не в музыкальной школе? И вообще, что за растрепанный вид?» Стас со всего размаха бросил скрипку через комнату на диван и закричал, потому что я ненавижу вашу музыкальную школу, ненавижу музыку и не буду больше ей заниматься. Бабушка схватилась за сердце, а Стас убежал в свою комнату и закрылся там. С того дня в нем произошел перелом. Он категорически отказывался заниматься музыкой. Бабушка пила валерьянку, мама плакала, а отец многозначительно молчал. Он понимал сына, сам в его возрасте переживал подобные эмоции. Да и сейчас. Он бы на рыбалку съездил, с мужиками пиво бы попил, а не вот это вот все. В итоге, после того, как мама с бабушкой даже к психологу его сводили, Стас отстоял свое право выбирать, чем он будет заниматься. Он записался в спортивную секцию, на плавание и вообще стал вести совершенно противоположный образ жизни. Мама снова плакала. Бабушка снова пила валерьянку, а Стас частенько приходил домой с разбитым носом. К музыке он больше даже не приближался. Когда встал выбор, куда же он пойдет учиться, женская половина семьи слабо начала предлагать музыкальные или культпросветные направления. Но Стас сказал, что пойдет в органы. Бабушку увезли на скорой. Теперь мама пила валерьянку. Он не прошел медкомиссию. Тогда, сцепив зубы, подал документы на медицинский. Казалось, женщины немного выдохнули. «Доктор, это очень уважаемо и прилично». Но ровно до того момента, пока узнали, какое направление выбрал Стас. Он собирался стать патологоанатомом, причем не обычным, а тем, кто работает для следствия. «Станислав Олегович, как у вас?» Он посмотрел на майора, который вошел в кабинет и глотнул чай. Игорь был не только майором, но и близким другом Стаса. «А ты чего, Игорь, субординацию тут какую-то соблюдаешь? Покойники никому не расскажут, что ты нормально общаться умеешь». Игорь усмехнулся, присел на свободный стул и уставился на Стаса. «Никак не могу понять, как можно есть здесь». Стас пожал плечами. «А что не так? И где я, по-твоему, должен есть? На улице, что ли, бегать? Кстати, налить чайку». Игорь судорожно сглотнул и отрицательно покачал головой. «Нет уж, спасибо большое». Стас потянулся до стола и положил перед ним бумаги. «Вот, твое заключение. Ты же ведь мне друга навестить пришел,
а именно за ними. Игорь быстро просматривал листочки, только потом улыбнулся. «Спасибо, Стас, все так, как я и думал. Теперь можно не спешить и даже обратить внимание на друга. Как дела?» Стас рассмеялся. «Ну и меркантильный ты. Даже боюсь подумать, как бы ты со мной разговаривал, если бы заключений не было. Нормально у меня дела. Пока не женился, мама-папа тоже хорошо. А почему не женишься? Помнится мне, ты с последней вечеринки уводил самую прекрасную даму. Почему? Дамы, как только узнают, где и кем я работаю, очень быстро испаряются. Причем даже те, которые 5 минут назад страшно замуж за меня хотели. Ты-то с Алкой помирился, Игорь вздохнул. Какое там? Ваньку забрала и к матери укатила. Никакие разговоры не помогают. Тёща тоже хороша, масло в огонь подливает. Постоянно говорит, что меня пристрелят, а она одна куковать с ребенком будет. Стас вымыл кружку. Странные женщины. А если она от тебя уйдет, подаст на развод, одна с ребенком куковать будет. Игорь с мольбой посмотрел на друга. «Стас, поговори ты с ней, а? Она как с цепи сорвалась. Совсем меня слушать не хочет. Вообще ни неделя, чёрт пойми что!» Стас внимательно посмотрел на друга. «Да, выглядишь неважно. Что-то ещё случилось?» Игорь уселся поудобнее. «Слушай, я уже сам задумываюсь о том, чтобы бросить эту службу». Стас удивлённо поднял брови. Он прекрасно знал, что для Игоря служба и честь совсем не пустые звуки. А вот с этого момента поподробнее. «Ну ты помнишь, я говорил, что у нас начальник сменился. Такого самодура прислали, не в сказке сказать, не первым описать. Он у тебя еще не был, кстати». Стас отрицательно качнул головой. Он уже слышал о том, что сменился начальник отдела, но еще ни разу не видел его. «Знаешь, у меня такое ощущение, что добром это не кончится. Какой-то он скользкий. А уж про то, как он со своими коллегами гуляет, весь отдел говорит. Странно, почему им до сих пор внутренняя служба не заинтересовалась. Наверное, какая-нибудь волосатая лапа есть. Ну, буду надеяться, что до меня он не скоро доберется. Везет тебе. Сидишь тут в этом подвале, и никому дела до тебя нет». В кабинете, где они сидели, прозвенел звонок. Ну вот, Накарков, привезли кого-то. Игорь быстро попрощался, успел, правда, сказать, что в выходные они едут разговаривать к Алле, и быстро вышел. Стас поднялся наверх. Он сразу понял, что мужчина в форме, и есть тот самый начальник, которого все так не любят. Он был изрядно помят, распространял вокруг себя запах перегара и постоянно орал. «Почему я должен ждать? Где вы шляетесь?» Стас спокойно посмотрел на него и ответил. «Не повышайте, пожалуйста, голос. Здесь не то место, где нужно кричать и спешить». Подполковник посмотрел на него злым взглядом, но тон сбавил. «Нужно как можно быстрее провести вскрытие. У девушки больное сердце, смерть ожидаемая, так что жду заключения быстро. Можно ничего другого не искать. Вечером тело нужно будет отдать родственникам, я тут все организую». «Это ваши знакомые?» — мужчина замялся. «Скорее, знакомые знакомых. Просто сделайте все так, как я сказал. Понятно?» Стас кивнул головой. «Понятно. Чего уж не понять-то. Вот хорошо, вечером я приеду». Он вышел, а Стас откинул простыню и замер. Частенько умершие выглядели хорошо, но печать смерти всегда оставляла след на лице. Тут же ничего. Молодая женщина была как живая, а еще она была очень красивой. Стас вздохнул. Такие молодые и красивые уходят, а такие не очень хорошие люди почему-то остаются. Он отдал распоряжение и пошел готовиться к вскрытию. Как только он брал в руки скальпель, тело перед ним начинало представлять только профессиональный интерес. Своего рода квест найти что-то, что все расставит по местам. В этом случае вроде бы ничего искать и не нужно, но Стас не из той категории людей, которые верят другим на слово.
Не та у него профессия. Он сделал небольшой разрез, буквально сантиметр, и отпрянул от стола. Кожа девушки заметно дрогнула. Стас склонился к ее губам. Нет. Дыхания как будто нет. Или есть. Что за бред? Он схватил из ящика стетоскоп и склонился над телом. Сначала не услышал ничего. Потом переместился к правой стороне и замер. Сердце девушки билось справа. Это было очень большой редкостью. Но как ее могли сюда привести живой? Да и билось сердце очень слабо. Стас схватил телефон. Он понимал, что что-то здесь не так, иначе подполковник так не торопил бы его. «Игорь, мне очень срочно нужна твоя помощь, но так, чтобы никто ничего не знал». В 2 словах объяснил ситуацию и положил трубку. Не прошло и 15 минут, как на пороге появился друг. Следом за ним шла женщина с чемоданчиком. «Ну, показывайте». Она склонилась над девушкой. Через несколько минут открыла чемодан. Ей что-то вкололи. Нужно найти след от укола, пока я буду приводить ее в чувство. Игорь и Стас принялись за дело. След нашелся быстро, под коленкой. Да, место такое очень тайное. Еще минут через 15 девушка застонала. Доктор посмотрела на них. Что будем делать? Ей в больницу нужно, ей капельницы нужны. А дома это можно организовать? Мы серьезно переживаем за ее безопасность. Пожалуй, можно. Организм сильный, девушка, похоже, не пьет и не курит. Игорь задумчиво протянул. Вообще непонятно, как могла оказаться в той компании. Стас снял халат. «Едем ко мне. Моя смена заканчивается через полчаса, но сменщик всегда раньше приходит. Главное успеть донести девушку до машины раньше, чем он появится». Они все успели. Стас крикнул напарнику, который пришел через минуту после того, как они запихнули девушку в машину, что очень опаздывает, но потом обязательно позвонит, и тут же сорвались с места. Уже дома, когда врач поставила девушке капельницу, и ее щеки начали розоветь, Игорь спросил: «И что дальше? Ты же понимаешь, к вечеру хватится». «Значит, до вечера ты должен переговорить со службой собственной безопасности». Игорь только головой покачал. «Легко сказать. Ну, попробую». Через 2 часа девушка пришла в себя. Она с удивлением обвела комнату глазами и остановила свой взгляд на Стасе, а тот просто умер от синевы ее глаз. «А вы?» — она растерянно ответила. «Я Настя. А где эти?» В дверь позвонили, и Стас кинулся в прихожую. Это был Игорь, с ним 2 мужчины. «Вы как раз вовремя», — девушка очнулась. Врач негромко сказала: «Спрашивайте только самое важное. Примерно минут через 20 она снова уснёт». Оказалось, что девушка подрабатывала в клининговой компании. Её угораздило убирать тот самый коттедж, в котором гудел подполковник с товарищами. На красивую девушку запал сам хозяин, а когда она ему отказала, причем в грубой форме, он рассвирепел, завалил ее и сделал какой-то укол. Сказал, что теперь она будет сговорчивая. Но то ли дозу не рассчитал, то ли у девушки такая реакция организма была. В общем, они все удостоверились, что она мертва. Сердце не прослушивалось, а о том, что оно было с другой стороны, никто в пьяном угаре не догадался. Ему было нужно заключение, что у нее просто остановка сердца, что он, собственно, и приказал сделать Стасу. К вечеру Настя окончательно пришла в себя. Стас уже рассказал ей, при каких обстоятельствах они встретились. Девушка была напугана, раздавлена и просила позвонить маме. Подполковника взяли прямо в морге. Он приехал за телом. Наверное, хотел похоронить как неопознанное, а может, еще что. В общем, через 2 месяца Игорь принимал отдел. Аллу им удалось уговорить вернуться. Не сразу, конечно, но очень помогла Настя. Она тихо сказала Алле:
Вы не представляете, если бы не Стас и ваш муж, меня бы уже не было на этом свете». И Алла махнула рукой. «Эх, бог с тобой, герой, грузи сумки, домой поедем». А через 3 месяца судебный патологоанатом женился. Да, нашлась девушка, которой было совершенно плевать на его профессию. Даже не плевать, а она с каким-то трепетом к ней относилась. Говорила, что только хороший специалист своего дела смог спасти ей жизнь. Мама сразу успокоилась. Господи, ну хоть жену себе нормальную нашел, а не какую-нибудь даму в штанах и с пистолетом наперевес. Подробностей знакомства Стаса и Насти она не знала. А еще Настя оказалась скрипачкой. И на собственной свадьбе впервые за много лет Стас снова взял скрипку в руки, и они вместе исполнили грустную и романтическую мелодию, от которой плакали все гости.